Приветствую вас, уважаемые подписчики и гости моего канала. В сегодняшнем ролике я расскажу, как установить кухню в загородном доме. Итак, монтируем верхние шкафчики по лазерному уровню. Выставляем линию, ну и, соответственно, потом крепим их. Далее выставляем в уровень петли. То есть так, чтобы у нас все это дело закрывалось, нигде не цепляло. Соответственно, было красиво. Далее устанавливаем вытяжку. Вытяжку устанавливаем между двух шкафчиков. Соответственно, выходим гофрой в вентиляционное отверстие вытяжное. Далее встречаемся с первой проблемой, что вилка у нас производителем вообще в корне не продумана. Поэтому, розетка у нас находится вот так вот за гофрой. Соответственно, мы отрезаем вилку и ставим другую. Далее выставляем нижний ряд шкафчиков также по уровню. Это у нас пузырьковый уровень, все четко. Есть еще вот у меня второй уровень. Также вот куда его не поставишь, он везде показывает все здорово. Крепим разнообразные механизмы, фурнитуру и так далее. Примеряем в нишу посудомоечную машину. Далее кладем столешницу, также примеряем ее. Конкретно я ставлю ее вровень с фасадами, чтобы они и не выпирали, и столешница, чтобы не торчала. Ну, по мне так. Меня устраивает. Кто-то любит, чтобы торчало, но это не проблема ее поставить так, чтобы торчало. Далее необходимо обязательно защитить торец столешницы. Для этого нам потребуется вот такая вот планочка. Но производители, как всегда, глупыши, не подумали. Либо, соответственно, это экономия. Но неужели сложно было зенкануть, чтобы саморез легко утапливался в отверстие? А тут получается вот как. Вот он как торчит. Поэтому сейчас будем зенковать эту планку и дальше устанавливать. Итак, о грехе производителя планки я исправил. То есть вот зенковочку сделал. Теперь саморез кладем, и он утапливается внутрь. То есть все, в принципе, вот видно, что он не торчит. Итак, ставим планку. Так, вот планочку мы поставили. Теперь остается финишно откорректировать столешницу и зафиксировать ее. А дальше будем вырезать технологические отверстия под варочную поверхность и под мойку. Обязательно устанавливаем розетки заблаговременно. То есть, если у нас есть какие-то приборы там, для духового шкафа, для микроволновой печи, для вытяжки, для питания, освещения, обязательно у вас все должно быть подготовлено. То есть, соответственно, для плиты, посудомоечной машины. Итак, врезаем варочную поверхность в столешницу. Делаем это при помощи лобзика. Вот он у меня лобзик, как всегда. Врезаем технологическое отверстие согласно документации. Оно указано в моем случае. Вот моя модель. 565 на 495 миллиметров. Монтируем. Все четко помещается. Все монтируется. Дальше берем кабель. Я взял ВВГ НГЛС, потому что у меня был
3 жилы по 6 квадратов. Соответственно, заходит он у меня в 40-амперную такую коробку. Фаза 0 заземления. И дальше от коробки это идет щит. Общий электрический щит. В финишном варианте это выглядит вот таким вот образом. Вот что касаемо коробки, кому интересно. 40 ампер, Schneider Electric. Позволяет подключать трехфазную плиту. Так как вы видели, там колодка на 5 выходов. Итак, следующий момент это монтаж мойки встраиваемой. Будем ее врезать в столешницу. Первым делом мы раскладываем все комплектующие, которые идут. Монтажный комплект с мойкой. Соответственно, раскладываем все так, чтобы нам было удобно. Далее ознакомливаемся с всякого рода документацией. Прежде чем что-то делать, надо внимательно прочитать, потому что производители, они иногда могут напридумывать такого, что мама не горюй. Соответственно, первым делом нам необходимо приклеить гидроизоляционную ленту. Далее, при помощи такого простого приспособления размечаем на поверхности, делаем разметку. Находим центр, измеряем, меряем саму мойку, потому что в документации производитель, как всегда, не указывает, какого она размера. Поэтому меряем самостоятельно. Далее отчерчиваем. Итак, отверстие мы выпилили. Теперь можно примерить мойку. Она должна встать без проблем. Фиксируем раковину вот такими специальными креплениями. Затягиваем их. Видим, как наша лента, которая загерметизирована, плотно прилегает к столешнице. Все замечательно. Раковина закреплена. Так, вот она встала замечательно. Остается собрать слив, сифон, перелив и замонтировать смеситель, горячую холодную воду. Итак, смеситель устанавливается довольно-таки просто. То есть здесь идет такая резинка, которая примыкает к раковине. И с внутренней стороны также идет эта же резинка и специальное кольцо. Сам смеситель мы вкручиваем шланг быстросъем на 1/2 с внутренней резьбой холодной воды и шланг на 1/2 с внутренней резьбой горячей воды. И, соответственно, подключаем это все дело к водорозеткам. Водорозетки, сейчас я покажу. Подсвечу. Одна и за посудомоечной. Подключение посудомоечной машины, где вторая водорозетка. Шланги можно всегда подбирать чуть подлиннее, где-нибудь на сантиметров 30, чтобы была возможность их изгибать в любую сторону. Итак, смеситель установлен. Слив аналогично также. Можно проверить, запустить воду. Вода есть. Все работает. Итак, следующим шагом монтируем посудомоечную машину. У нас, соответственно, здесь специальное место высотой 82 сантиметра и 45 шириной. Посудомоечная машина, она имеет шнур питания. Желательно его подключать 16-амперную розетку, сливной шланг и шланг подключения холодной воды. Сливной шланг посудомоечной машины мы подключаем вот таким вот образом. Делаем самодельный гидрозатвор для того, чтобы в посудомоечной машинке не пахло
то есть из канализации. То есть, как бы как писал производитель, там идет просто сливной шланг. Все. То есть никакого гидрозатвора в самой машинке нету. Поэтому существует возможность оставлять ее на зиму, делая определенные операции, указанные в инструкции. Если дом промерзнет, ничего с посудомоечной машиной не произойдет. Далее необходимо подключить вот к водорозетке. Для этого я сейчас буду ставить специальный кран. Кран выглядит вот так вот. Одна часть 1/2 с наружной резьбой, другая часть 3/4 для подключения системы Аквастоп посудомоечной машины. Так, приступим. Итак, посудомоечная машина подключена. То есть вот она, система Аквастоп. Отсечной кран, который я поставил. И, соответственно, канализационная система. Остается самое главное, это приклеить, не забудьте, планку специальную для того, чтобы пар, который выделяется, ну, когда посуда горячая, только машина постирала, не испортил столешницу. Соответственно, нужно не забыть поставить вот крепления такие внутрь. И еще закрепляется она, вот здесь снимаются заглушки, закрепляется к ЛДСП, боковому ЛДСП с каждой стороны. Для навешивания фасада инструкция вот эта вот, которая идет в комплекте, она вам не пригодится. Если вы начнете мерить по вот этим всем отметкам, у вас получится кривой фасад относительно вот высоты правой либо левой стороны и так далее. Поэтому вы ставите все элементы вот в отверстия специальные, сюда-сюда. Вымеряете это все дело уголком, наносите разметку на фасад самостоятельно. Опять же, повторюсь, ни в коем случае не используйте вот эту бумажку, потому что отвратительный результат гарантирован. Итак, я уже закрепил, соответственно, крепим мы предварительно можем шилом наметить точки, потом закрепить при помощи шуруповерта, но опять же момент должен быть минимальным, ну, вот, чтобы не провернуть в МДФ саморез. И докручиваем, затягиваем обязательно отверткой. В данном случае здесь PH2. Далее, после того, как мы сделали крепление сзади фасада, нам необходимо повесить заблаговременно ручку. Для этого мы приклеиваем вот малярный скотч, отмечаем середину, ставим кондуктор и сверлим отверстие, так, чтобы у нас никуда не ушло. И дальше крепим ручку. Далее, при помощи биты торг 15 выкручиваем такие вот вещи из 4 точек. 1, 2, 3, 4. Главное не перепутать крепление фасадной панели. И закручиваем вот такой битой, специальные, идущие в комплекте саморезы с торксом, соответственно, тоже 15. Тем самым мы фиксируем нашу фасадную панель к посудомоечной машине. Далее выравниваем ее по финишу уже по глубине и фиксируем в 4 точках. Это вот здесь снимаем заглушку, здесь снимаем и наверху. Итак, все, посудомоечная машина установлена. То есть все мы зафиксировали. Дальше можно давать инструкцию супруге пользователю, пусть пользуется. Что касается монтажа духового шкафа, так тут все просто. Он просто вставляется в нишу и крепится на 2 входящих в комплект самореза PZ
2. Так, еще один момент, обращу внимание, что без такого кондуктора монтировать ручки, высверливать, это, ну, гарантия отвратительного результата. Поэтому вот при помощи данного устройства, да, все ручки замонтируются в один уровень, все идеально вкрутится, все будет замечательно. Что это за устройство? Это алюминиевая планка с возможностью регулировки как высотной, так и горизонтальной по разности ручек. То есть ручки бывают разные, вот как это 160-я, далее там 128-я, 96-я, вот маленькая. То есть вариаций их масса. И вот благодаря такому кондуктору можно выставить и сделать аккуратную сверловку. Каким образом? Чтобы сверло, допустим, не ушло. То есть вот на примере сверла. То есть когда мы сверлим, да, мы вставляем его в шуруповерт, оно может уйти вот так, ну по-всякому. По вертикали, то есть оно может уйти вот так, вот так. То есть идеально это сделать невозможно. Когда сверлишь при помощи кондуктора, все получается вполне идеально. Это нижняя планка. Крепится эта нижняя планка. Сейчас покажу. Так вот такое крепление. Она пластиковая, не боится воды. У нее присутствует такая плотная резинка, которая прилегает к полу, чтобы вода туда не затекала. Так, в принципе, все. Кухня собрана. Выглядит она, общий вид, вот так вот. Остается поставить кожух на систему вентиляции, чтобы было декоративно красиво. И поставить финишный уголок вот в это место и сделать подсветку. И торцевые углы, то есть декоративные, закрыть вот эти маленькие щели. Итак, кухня в сборе. Вытяжка установлена. Итак, друзья и уважаемые подписчики моего канала, надеюсь, мое видео было для вас полезным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а также комментируйте, если что-то не так, что-то вам не нравится. Все, до новых встреч!